Hello everyone, my name is Alex. Всем привет. Это видео вышло большим, поэтому я разделила его на 2 части. 2 части выйдет в День учителя. Перед началом этого видео я хочу сделать дисклеймер. Все истории выдуманы мною, также выдуманы все названия и имена. И если это что-то совпадает с реальностью, значит это просто совпадение и никак больше. Hello everyone, my name is Alex. Всем привет, с вами я, Алекс. Сегодня у нас 1 сентября. Ей! Я, кстати, не знаю, буду ли я где-то учиться пока что, но если вам интересно, то заглядывайте в мой телеграм, я буду об этом все говорить. 1 сентября я хочу рассказать вам какие-либо школьные истории, которые происходили со мною. И в большей частности эти истории, они будут связаны с некомпетентностью каких-либо учителей. Еще я училась в 3 разных школах в разный период своего времени. Первую школу я закончила в 5 классе во 2 четверти, точнее, я доучилась до 1 четверти, потом я перешла в другую школу, в свою 2 школу. Я там доучилась до 9 класса, отучилась 9 класс. Там мне набрался 11 и 10 класс, и я перешла в другую свою школу, и там уже закончила школу. Да, я закончила 11 классов. Я потратила на это 11 лет. Зачем? Я без понятия, честно. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Перед началом вы можете поставить лайк, подписаться на мой канал, также написать комментарий. Вот. Даже если вы досмотрите видео, вам не понравится, но вы можете просто обратно поставить ничего или дизлайк, что угодно. Первая история произошла в мае этого года. У нас был последний звонок, как и у всех, и он происходил 24 что ли, мая. Вот, я живу на Кубани, и у нас супер жарко. У нас буквально этим летом было плюс 45 градусов в тени. Да. В общем, у нас начинает очень рано теплеть, и солнце шпарит так, что будто бы ты сейчас там откинешь коньки, потому что ты сжаришься. Тебя просто из себя приготовят мясо какое-то блюдо. У нас, как и во всех школах, появилась юнармия. Точнее, она вообще была всегда, но активно использоваться она начала краски в период 10 моего класса. Наши учителя, которые занимались организацией линейки, они решили, что мы будем на нашем выпускном и на последнем звонке рассказывать стихи. Во-первых, у меня было только одно четверостишье, и правильно я забыла слова. Я забыла слова, и мне было очень стыдно, я их перепутала местами. Просто потому что, так как это мой последний звонок, я старалась вообще не думать об этом, потому что я понимала, что я могу заплакать, потому что это мой последний звонок, прям вообще последний. Я больше не вернусь туда наконец-то. Наконец-то этот ад закончился, и я старалась вообще не думать о каких-либо других вещах, кроме стиха. И я его просто повторяла каждый раз про себя, и я просто забыла слова. Но история заключается не в этом, а заключается в том, что мы, как выпускной класс, нас посадили под баннер, и в нашей школе у нас нет какого-либо тенька, и возле нас поставили знаменную группу, и они стояли с флагами. И дело в том, что солнце парило очень сильно, и один мальчик, он упал от солнечного удара. Самое ужасное это то, что он ударился сначала затылком об бетон, а потом еще своей макушкой ударился об железный забор, прутья. В общем, все очень сильно перепугались. И самое интересное то, что все учителя, они, в принципе, достаточно быстро среагировали и подхватили наших парней и сказали, что давайте несем его в помещение, в кабинет медсестры. Но самое интересное то, что медсестра, она была на этой линейке, и, по идее, она должна была сразу подбежать к этому парню и сказать, что нужно делать, чтобы ему стало легче. Может быть, ему нужно было что-то принести. Или... Я не знаю, я не медик.
В общем, она должна была первая среагировать, по идее, но она до последнего стояла на линейке и ничего не делала. Только после того, как парня отнесли в ее кабинет, она решила пойти в кабинет. Сначала, конечно же, предлагали вызвать скорую, но в итоге ее никто не вызвал, и этот парень, он поехал в неотложку со своей мамой сам на машине. Или на такси, я не знаю. Но не в этом дело. Дело в том, что они даже не удосужились вызвать скорую, потому что медсестра вряд ли бы чем-то ему помогла. Но я не думаю, что она ему чем-то помогла, честно. Но это школьная медсестра. Вы когда-нибудь видели, чтобы школьные медсестры что-то делали? Кроме каких-то уколов. Кстати, с этим мальчиком все в порядке, не переживайте, у него даже нету никакого сотрясения. Это очень сильно удивительно, потому что он достаточно высокий, и он, он со своего роста, со своим весом, а он весит так прилично, у него все в порядке. И это на самом деле очень хорошо, ему очень сильно повезло, потому что он мог получить сотрясение или вообще сломать себе шею. Эта история закончилась хорошим концом, но все же, наверное, медсестра что должна была с этим сделать. Вторая история тоже произошла со мной недавно, буквально в конце июня. У нас заболела библиотекарь, и вместо нее принимала учительница по истории, назовем ее Оля. Так вот, я как-то не особо желала идти в школу, и все же какой-то момент я поняла, что, надо вообще-то как-то учебник отнести. Потому что мне, по крайней мере, пока не отнесу эти учебники, мне не выдадут аттестат. И я переспрашивала у своей классной, когда эта учительница будет в школе, до скольки она. И в итоге мы пришли около 10 или 11, я не помню. Так как учебников много, а я достаточно хрупкая девушка, мой рост всего лишь 1,58 м, а вес не превышает 50 килограмм. Я вешу, понятное дело, меньше. Я никогда с этим не весила 50 килограмм. Да, и плюс я вряд ли подниму свой вес. В общем, учебники для меня были действительно тяжелы, и я решила попросить своего отца помочь мне донести их. Вот просто представьте эту картину. Начало июня, жара, плюс 35 градусов, и вы несете учебники в школу. Вы наконец-то пришли к этой школе, а мне идти минут 20 до туда. Вы пришли в школу, звоните в домофон и слышите от охранника, что никого из учителей нету и никто не собирается принимать эти учебники. По дороге мы встретили, как шел этот летний лагерь вместе с этой учительницей, но я подумала, что, наверное, библиотекарь уже выздоровела, раз Оля куда-то ушла. Как оказалось, она просто ушла, потому что никто из учителей не хотел идти с детьми на море или в кино, куда она там пошла, я не помню. В итоге охранник очень грубо отзывался насчет того, что он не собирается никак нас впускать в школу и вообще забирать наши учебники, потому что он не хочет с этим возиться. И, в принципе, никто из учителей не хочет возиться с этим. И в итоге я позвонила своей классной, и она, слава богу, забрала мой рюкзак и с учебниками, и просто их отнесла в библиотеку. На следующий день я пришла и наконец-то смогла списать эти учебники. Тут некомпетентность состоит в том, что никто не хотел брать на себя такую ответственность, как списание учебников. Хотя, честно, это звучит очень непонятно, потому что списать учебники — это буквально просто перед тобой стоит ученик, ты стоишь с тетрадкой, где написано, какие учебники у этого ученика есть, и ты просто зачеркиваешь эти учебники, что он тебе сдал, а потом их переносишь на нужные места. Это же самая легкая работа, разве нет? Я, конечно, понимаю, что у учителей есть всякие отчеты и тому подобное, но разве это сложно?
Третью историю я хочу рассказать про учительницу русского и литературы. Назовем ее Наташа. Так вот, Наташа, она, в принципе, очень такая, знаете, странная учительница в плане такое ощущение, будто бы она ненавидит всех и все, в особенности детей. Так получилось, что в начале 10 класса у меня появились более тяжелые панические атаки. До этого они у меня были, но они были в очень легкой степени, состоянии. А потом в 10 классе это все ухудшилось, поэтому да. И в этот период они у меня случались достаточно часто, но как раз таки эта паническая атака, она случилась такая достаточно сильная, которая была в новой степени для меня. И, честно, это была, наверное, моя вторая такая паническая атака, и я, честно, не понимала, что мне может помочь и как мне с этим справляться. Эта учительница, она дала нам такой проект по литературе. Мы должны были сделать презентацию по какому-то вопросу из учебника. Там было специальное такое отделение, задание, то, что давайте сделаем творческий проект, что-то такое. И этот творческий проект, он представляет собой презентацию, и ты просто рассказываешь. Ну, конечно, мог и ты просто это напечатать на листке и все рассказать, но желательно было, конечно, с презентацией. Проект она нам дала недели 2, наверное, я не знаю, честно. В общем, я определилась с темой с помощью своей ученицы по литературе, моему репетитору. И она мне помогала делать этот проект. И я выбрала проект про мнение героя Чацкого из «Горя от ума» и еще какого-то героя. Я, честно, уже не помню. И я помню, что эти оба героя, они считаются как лишними людьми. Такой троп. Я решила переспросить это у своей ученицы в школе. И в итоге она мне сказала, что мое мнение ошибочно. Потом я переспросила у своего репетитора, и она мне сказала, ну, вообще-то она не права, и рассказала по фактам. Но я подумала, ладно, допустим. На каком-то из уроков я сошел тему своего проекта от одного из мальчиков нашего класса. Я понимаю, что этот проект я больше не могу рассказать, потому что он рассказал, в принципе, все. И самое интересное, что другой проект я должна была сделать за ночь, получается, потому что я подошла к учительнице и сказала то, что так и так, этот парень, он уже все рассказал, и мне просто нечего добавить. Он все рассказал. Смысл мне пересказывать то же самое. На что он мне сказал, что зачем? Можешь так и оставить. И мне пришлось за пару суток переделывать свой проект. И так как я это сделала за очень короткое время, я очень сильно волновалась. Я, в принципе, волнуюсь, когда я выступаю на какой-то либо публике. Или вообще, в принципе, даже отвечаю у доски. Я очень тревожный человек. Во время своего рассказа проекта я очень сильно волновалась. Я буквально... Из меня лился седьмой пот. У меня тряслись руки. Я кряхтела, у меня заплетался язык. В общем, для меня это было ужасно. Так получилось, что после того, как я рассказала этот проект, у меня случилась паническая атака на этой основе. И ученица, да, была в классе. И когда я буквально упала на пол, она ушла из класса. Я подумала, что, скорее всего, она просто это не увидела, и все. В итоге меня подняла уборщица, меня немножко успокоила. После этого пришла учительница русского языка. И что она сделала? Ничего. В своем телефоне она просидела минут 5-10, и все это время я на нее смотрела, потому что ты ничего не хочешь как бы мне помочь, потому что ты видишь, что мне плохо, я буквально задыхаюсь. Ты это явно видишь, ты не слепая. В итоге она в какой-то момент просто откладывает телефон, смотрит на меня и говорит: ой, у тебя тушь потекла. И все. Это все, что она мне сказала.
за то время, пока я буквально задыхалась. Конечно, не говорю по поводу того, что она должна была прям ко мне подлететь или как-то прям яро помогать, но хотя бы просто предложить воды или спросить, нужна ли мне помощь, я думаю, она была обязана это сделать, потому что я буквально задыхалась. Кто не знает, как панические атаки происходят, то можете почитать об этом. На самом деле это действительно очень страшное состояние.